Привет, я Алекс. Я поговорю с вами о тиннитусе. Коль скоро вы смотрите этот ролик, то скорее всего уже имеете представление о том, что это такое. И скорее всего это у вас и есть или у кого-то из ваших близких. И наверняка вы уже прошли через все круги ада. То есть побывали у лоров, у терапевтов, у неврологов. Наверняка вас уже тянули за уши, натирали уши, крутили голову, кололи вам сосудистые, светили лазером в уши, грели УВЧ и делали все прочее. И скорее всего вам это не помогло. Если вы посмотрите на меня, то увидите, что я сижу перед вами в какой-то красной футболке, а не в белом или светло-зеленом халате, и на шее у меня не свисает элегантный и красивый фонендоскоп. Это потому, что я не доктор, я инженер. Тогда почему я с вами разговариваю об этой штуке? Да потому что я счастливый обладатель весьма себе законченного сложного тиннитуса. То есть вот прямо сейчас у меня в голове, во-первых, свиристят цикады или что-то напоминающее свист турбин реактивного лайнера. Ну а справа еще и кто-то прогревает мотор. Этот самый тиннитус у меня уже более года. И я потратил примерно $2000 и 3 месяца на то, чтобы как раз вот ознакомиться со всеми, с 3 лор-врачами, один из которых кандидат медицинских наук, с одним терапевтом, 2 неврологами. Меня кололи, мне капали сосудистые, мне светили в уши лазером, меня кололи иглами, мне крутили голову, кололи кортикостероиды, антибиотики. И результат был, в общем-то, очень хороший. То есть, да, действительно, мне удалось залечить практически всю мою ухо-горло-носовую область. У меня очень хорошая проходимость акустических каналов, как показала тимпанометрия. И как показала аудиометрия, очень приличных для моих лет слух. Что же не изменилось? Правильно. Не изменился совершенно турболет, шум турбин в моей голове. Нельзя сказать, чтобы звуки в моей голове не менялись совсем. Они менялись, но эти изменения, как показал мой собственный опыт, никак не были связаны с теми лечебными процедурами, которые я принимал. И в результате вот этого длительных экспериментов с своим собственным телом, со своим собственным слухом, своим собственным мозгом, я составил свое собственное мнение о том, что такое тиннитус, почему он происходит, почему он не лечится и как с ним ужиться. И своими этими соображениями я хочу поделиться с вами. Начну я с того, как устроен, с моей точки зрения, как устроен наш слух. Я инженер, и поэтому считаю свой организм машиной. Биологической, очень совершенной, очень сложной, но машиной. И слух я представляю себе как одно из устройств, один из узлов этой великолепной машины. Я не стану вам рисовать уши в разрезе, или голову, или кости, скелета. Я сразу же перейду к функциональной схеме, как представляю ее я. Наш слух, в моем представлении, состоит из 3 основных устройств. Микрофона уха, который преобразует колебания барабанной перепонки окружающих тканей в нервные электрические сигналы, которые затем поступают в предварительный усилитель, слуховой нерв, который усиливает слабые сигналы, которые генерирует ухо, и передает их далее в слуховой анализатор. Такой аудиоадаптер слуховой, который усиленный усилителем слуховым нервом сигнал очищает от помех, фильтрует, как-то исследует и, как бы сейчас бы сказали, оцифровывает. А уже готовый оцифрованный файл передает далее в сознание. И мы слышим звук. Поскольку мы должны слушать одинаково, в общем, одинаково хорошо, и очень тихие звуки, и очень громкие, например, писк комара и рев водопада, то конструкцией нашего слухового аппарата
предусмотрена автоматическая регулировка усиления. Другими словами, наш слуховой анализатор умеет управлять громкостью усилителя. И если звук тихий, комар пищит, то наш слуховой анализатор через эту систему подкручивает громкость погромче, и мы слышим отчетливо писк комара. А если рядом шумит водопад, то наш слуховой анализатор наоборот уменьшает громкость, крутит ручку усилителя. В результате мы в общем одинаково хорошо слышим и тихий шепот, и рев взлетающего истребителя. Вот так это выглядит в идеале. Однако в реальности, как и всякое реальное устройство, и наш слух не безупречен. И любое из этих устройств, любой из этих узлов шумит, имеет собственные шумы. Другими словами, и наше ухо микрофон, и сам усилитель, слуховой нерв, они сами имеют собственные шумы. Другими словами, генерируют электрические нервные импульсы, похожие на звук, хотя они никаким звуком не являются. Я нарисую эти собственные шумы вот такими вот маленькими штучками. Это собственные шумы. Мало того, в нашей голове ведь еще довольно шумно. Шумят сосуды, скрипят суставы, хлюпает евстахиевая труба. Все эти шумы тоже усиливаются усилителем и поступают на вход слухового анализатора. Но поскольку наш слуховой анализатор имеет с нашим организмом очень давние длительные связи, то он научился хорошо понимать этот шум и поставил на него, скажем так, фильтр, который я называю барьер тишины. Другими словами, все, что тише вот этих собственных шумов, наш звуковой анализатор не выпускает в сознание, и мы их не слышим. Однако с возрастом или вследствие болезни, как, например, у меня, скорее всего, усложнения после ковида, наш этот механизм потихоньку изнашивается. И начинает, в частности, например, может ухо работать хуже. И оно полезный сигнал, который раньше вот был вот таким, я нарисую его, вот такой полезный сигнал, большой и красивый, который легко преодолевал барьер тишины и попадал в сознание, становится маленьким, сравнимым с собственными шумами нашего слуха. И в этом случае мы перестаем слышать тихие звуки, шепот, шум подкрадывающегося сзади на переходе автомобиля и так далее. Что делает наш слуховой аппарат? Он с этим борется. Он подкручивает громкость усилителя с тем, чтобы полезные шумы стали больше, чем барьер тишины, и проникли в наше сознание, чтобы мы услышали. Но вместе с этим, естественно, усиливаются и собственные шумы. И в результате они тоже преодолевают барьер тишины. И вместе с полезными звуками мы начинаем слышать собственный шум нашего уха, нашего слухового нерва и, собственно, слухового анализатора. Этот шум проникает в мозг, и мы имеем то самое тиннитус. Шум в голове без причины, в полной тишине. Теперь вы понимаете, почему это не лечится. Потому что это не болезнь. Это способ адаптации нашего слуха к изменившимся условиям, к изменившемуся качеству самого устройства, к его износу. Выбирая между тугоухостью, то есть когда мы не слышим, и шумом в голове, наш слуховой анализатор выбирает полезный звук и шум в голове. Наше сознание вполне себе умеет выделять даже слабые полезные сигналы в общем шуме. И поэтому, несмотря на то, что наш слух ухудшился, наш организм по-прежнему защищен, он умеет слышать. Вот это и есть наш тиннитус. Это не болезнь. Это реакция нашего слухового аппарата на снижение качества микрофона. Как отличить вот такой настоящий тиннитус от других прочих шумов в голове? На самом деле довольно просто. И я вам сейчас расскажу о том, как это я делаю. Если это шум в голове, то есть это звуки потоков крови, скрип суставов, то их можно легко отличить. Потому что шум крови, естественно, будет как-то совпадать с пульсом, сердечным ритмом. Ну, скрип суставов, здесь тоже все понятно. А что же происходит, когда случается настоящий тинус,
тиннитус, связанный с тем, что наш слуховой анализатор просто увеличивает громкость воспроизведения звуков, громкость восприятия звуков и начинает усиливать собственные шумы. Это очень просто. Во-первых, у вас появляется болезненное восприятие звонких звуков. Ну, например, детские крики, голоса или там лай маленькой собачки. Вы их слышите слишком громко. И вообще вы перестаете отличать тихие звуки средней громкости и очень громкие. Другими словами, для вас уже громко, болезненно громко становится все. Плюс ко всему возникает ощущение заложенности в ушах. Вот. И вы становитесь чрезвычайно чувствительны к атмосферному давлению. Вот. Ну и плюс ко всему, да, становится при глотании слышно характерное хлюпанье и чавканье в ушах. Вот это все характерные признаки вот этого самого настоящего тиннитуса, который не болезнь, а способ адаптации мозга. И теперь мы переходим к самому главному. А что же теперь делать, если эта штука нас настигла? Это в следующей части. Прежде всего, нужно попытаться успокоиться. Это трудно. Когда вы впервые узнаете о том, что тиннитус не лечится, что никаких лекарств от него не изобретено и не зарегистрировано, и что это с вами навсегда, вы впадаете в неприятное состояние, которое называется депрессия, депрессивное состояние. Вы не можете думать ни о чем другом, кроме этого рева в вашей голове. Вы перестаете спать, вы ужасно устаете, вы не можете нормально работать, вы не можете даже заработать денег себе на лечение. Вы не можете заниматься своей семьей, и вообще жизнь ваша превращается в кошмар. И что же с этим делать? Такое состояние, которое называется депрессия, оно лечится. Вот оно-то как раз лечится фармакологическими средствами. Для этого вам нужно будет получить лечение антидепрессантами. Многие сейчас напугались, что типа это значит псих. Это не так. Прием антидепрессантов не делает вас психом. То есть у вас не будет течь слюна, высовываться язык, вы не будете бесконечно спать и так далее. На самом деле, после того, как вам назначат это лечение, вы наоборот почувствуете серьезное улучшение своего состояния. Вы сможете нормально спать. Вы наконец сможете думать о чем-то, кроме рева в вашей голове. Вы начнете нормально общаться с окружающими, вы сможете работать. Плюс ко всему, просто чтобы заработать себе на лечение. Плюс ко всему, скорее всего, у вас пройдут некоторые хронические заболевания. Ну, например, наверняка у вас могут пройти некоторые там суставные боли. Это может связано с вашей депрессией. Ну и плюс ко всему, это не навсегда. Когда ваше состояние улучшится достаточно, вы сможете отказаться от приема антидепрессантов. Это лекарство, а депрессия – это реакция, болезнь здоровой психики, а не больной. Антидепрессанты помогут вам преодолеть вот это неприятное обстоятельство и выиграть время. А для чего нам нужно это время? И тут я опять обращусь к своей схеме. Итак, случилось неприятное, мы получили тиннитус. И теперь у нас в голове шум вместе с полезными сигналами. Что дальше происходит? А дальше происходит то же, что всегда в нашей великолепной машине. Наш великолепный мозг, наше великолепное сознание начинает бороться с этим обстоятельством. Другими словами, оно начинает привыкать к этим шумам. Оно начинает этот шум выделять, изучает его тщательно. И постепенно из центра нашего внимания, из фокуса, то есть из того, что мы никак ни о чем другом кроме не можем думать, кроме этого тинуса, кроме этого рева в голове, постепенно наше сознание начинает этот шум выделять, отличать от полезного сигнала и потихоньку выдвигать на периферию сознания. Вы обратите внимание, что со временем, с течением времени, вы начнете иной раз забывать о том, что у вас шумит в голове. И по мере того, как будет проходить это время, вы бы заметите, что такое забывание происходит все чаще. К сожалению, этот период весьма длительный. То есть привыкание к новой норме происходит или в течение нескольких месяцев, если, например, вам чуть больше 40 или около 40. А если вам 50 плюс или 60 плюс, то скорее всего это займет годы.
У меня, например, на привыкание к цикадам ушел год. И если бы не появился шум прогреваемого мотора в правом ухе, скорее всего, я бы и этот ролик не записывал. Итак, что вам нужно? Это терпеливо ждать примерно год, если вы такого же возраста, как я. Что же делать в это время? Кроме того, что стараться жить обычной жизнью, работать, общаться с семьей и близкими, постараться получать удовольствие от жизни. Нужно облегчить нашему мозгу привыкание к новой норме. Как это делаю я? Во-первых, я не сплю в полной тишине. Если полная тишина – это наш враг, в полной тишине мы слышим наш tinnitus, наш шум в голове особенно сильно. И особенно это где-то в 4 часа утра. Поэтому я или открываю окно, или включаю специальный звуковой файл, который воспроизводит какие-нибудь звуки. Некоторым я испробовал несколько. Например, там шум прибоя, шорох дождя, там что-то еще. Но мне, как оказалось, лучше всего подходит шум шин, проезжающих мимо автомобилей. И, скажем, там звуки далекой железной дороги. То есть это не монотонные ритмичные звуки, а чуть более, что ли, периодические. Они меня успокаивают, и тогда мой мозг откручивает, мой слуховой анализатор откручивает громкость, и я слышу собственные шумы в голове потише. Это намного легче. Плюс ко всему, начинайте делать, я во всяком случае, начал делать такие упражнения, которые тренируют автоматическую регулировку усиления. Например, я стал слушать музыку, лучше классическую. Почему классическую? Потому что она не такая громкая, то есть она не производит болезненного ощущения в нашего слуха. И плюс ко всему она имеет довольно высокий динамический диапазон, то есть переходы от тихого к громкому, которые тренирует как раз вот эту систему и ускоряет привыкание нашей психики к новой норме. Ну и плюс ко всему начинайте петь в душе. А еще лучше запишитесь в кружок хорового пения. Пение очень хорошо помогает. Не слышать эти звуки, наш tinnitus, и быстрее к нему привыкать. Вот это, в общем-то, те самые простые средства, которые применяю я. И которые вы можете применить, но только на собственный страх и риск, потому что советую вам, я инженер, а не доктор. Вот. Очень часто, вернее так, сразу возник вопрос для меня, например, а нельзя ли обойтись вместо антидепрессантов, например, алкоголем? Ведь часто же говорят, что нервный стресс снимается алкоголем. Это не помогает. Дело в том, что алкоголь является нейротоксином. Это яд. Он уменьшает чувствительность нервов, их проводимость. И таким образом еще сильнее снижает эффективность работы уха. И заставляет наш слуховой анализатор еще больше подкручивать громкость, и шумы становятся еще сильнее. Шумы tinnitus вот этого самого. Вот, поэтому да, конечно, можно себя свалить какой-то лошадиной дозой алкоголя, но после того, как пройдет похмелье, шум в голове станет еще свирепее. Поэтому либо откажитесь совсем от приема алкоголя, либо, как я, когда вы не можете этого сделать или не хотите, как, например, в моем случае, подберите себе дозу и режим его приема. Мне, например, хватает бокала вина во второй половине дня, но не слишком поздно, чтобы ночью мне не снились плохие сны. Алкоголь способствует плохим снам, кошмарам. Вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать. Да, кстати, значит, у меня к вам просьба. Прежде чем прощаться с вами, я хочу обратиться к вам с такой просьбой. Я хочу исследовать влияние курения на tinnitus. Но поскольку сам я не курю уже довольно давно и начинать пока мне что-то не хочется, я обращаюсь к вам с такой просьбой. В комментариях, если у вас есть tinnitus, конечно, напишите, пожалуйста, курите вы или нет. И если такой информации у меня будет достаточно, я смогу понять, то как влияет и влияет ли вообще, а если влияет, то как курение на tinnitus. И может быть тоже выработать еще какие-то рекомендации.
Вот, собственно, это то, что я хотел вам рассказать. А сейчас я желаю вам здоровья, вам и вашим близким, здоровья и удачи, и терпения. До свидания. Пока.